Трубы обе друг относительно друг друга неправильно стоят. Вот так наклонены. Вот так наклонены, понял? И вот так вот еще наклонены. Короче, во всех плоскостях с этими трубами как-то умудрились накосячить. Я не знаю как. Что за сигналы? Чтобы громче бибикало? Да. А ну дай бибикну. А ты не испугаешься? Ни хера себе! Ты испугался, Тигран. О, да ладно! Это что? Подожди, а это-то что? Так она не подходит тебе, блядь. Всем привет, это канал Loud Sound, и у нас сегодня обычный обзор, обычная Lada Vesta с обычной музыкой, с обычным перетянутым салоном и с обычным бюджетом для инсталляции автозвука в Ладу Весту 330 тысяч рублей, из которых работа составила 97. Ну, будем говорить 100 тысяч. Уже начало бомбить, особенно вот у людей, которые любят услышать цену, бежать в комментарии и писать, что они на эти деньги напилили больше рез, сделали красивее, сделали аккуратней. Но не спешите, пожалуйста, в этот раз писать, потому что мы в этот раз решили разжевать для вот этих не очень, прямо скажем, умных людей, которые не хотят подумать или посчитать, что сюда включена не только работа, сюда включены все расходные материалы, полная шумовиброизоляция и так далее. Поэтому сегодня и, наверное, дальше мы будем называть две цифры. В данном случае здесь за работу у нас 97 тысяч, но по факту за саму работу взял Тигран, сколько ты стоит? 16 тысяч работа в этом автомобиле. Я уверен, эта цифра вам понравится больше. В ателье Loud Sound установить музыку стоит 16 тысяч. Lada Vesta. Не просто Lada Vesta, а Lada Vesta SV. И не просто Lada Vesta SV, а Lada Vesta SV Cross с 1.8 мотором, да? С электростеклоподъемникой, это уже не удивительно, да, на русской машине. С рояльным лаком вообще везде. 860 тысяч этот автомобиль стоит, хорошая альтернатива тем же корейцам. И давайте сейчас с вами посмотрим на этот автомобиль поближе. Кроме наших доработок, автомобиль был покрыт керамикой и антидождем в ГМА детейлинг, поэтому он такой блестящий, красивый, новый, вот переливается просто шикарно. И надо отметить, что он и выглядит уже круто. Диски, посмотрите, какие с завода идут. Ну, я не скажу, что это там верх автомобильной моды, но материалы выполнены, видно, качественно, покрашены диски неплохо. И размер, 17. Не позорный, так скажем, да? На грани фола. Конечно, было бы круто хотя бы 18-е, но я думаю, все еще впереди. Сам автомобиль я обошел по кругу, попытался, как закрывается, слышишь? Вот почему наши доводчики еще не изобрели. Потому что у нас двери хорошо закрываются. Они как в Бэхе, да, вот это вот. Закрыл и ждешь. А доводчиков нет. Не хлопай, дверью. Поставь, доводчики. С русской такой проблемы нет. Раз, закрылась. Все зазоры идеальны. Shadowline у нас, кстати, опция, да, стоит также. Молодцы. До сих пор, да, делают из резинки. Это не очень прикольно. Резинка снизу, резинка сбоку, резинка сверху. Везде, резинка. Здесь пластик, здесь пластик. На Мерседесе здесь глянец. Но этот глянец через месяц уже весь зацарапан нахрен. Здесь пластик не будет царапаться. У нас пластиковые пороги, защита дополнительная. Кроме установки аудиосистемы, как я уже и говорил, был перетянут полностью салон. Перетянут в качественный кожзам. И стоило это владельцу порядка скольки? 100? Также потолок перетянут в черный цвет, и выглядит это очень круто. И в передней и в задней двери была установлена акустика, спереди компонентная двухполосная через штатный кроссовер, сзади коаксиальная. И та компания Hertz, серия ESK. Очень хорошо зарекомендовавшиеся себя динамики, установлены как спереди, так и сзади в специально изготовленные подиумы, которые были интегрированы в дверную обшивку с последующей полной перетяжкой. Огромное количество цветов, я бы сказал, у нас комбинируется здесь, но на самом деле их всего 3. Заводской черный глянец, или как его назовем? Рояльный лак, давай так круче будет. Это рояльный лак, это психоделическая странность. Кто это придумал? Это же сидел, да, дизайнер такой, и такой: давайте ромбики, а давайте ромбики еще все разные, а давайте, чтобы вот вообще никто не мог понять, что это такое. Для красоты, короче. А ручка, какая модная, кстати. Глубокая. Это 4-й цвет, хромированный. Тигран правильно подметил, 4-й цвет. У нас черная, бежевая, хрен пойми какое, и хром. В багажнике у нас был установлен 10-дюймовый сабвуфер аудиосистемы. Вы должны оценить, как сейчас круто Тигран делает. А ты отходи еще, ты остановился, блядь. Багажник. Я никогда не думал, что я доживу до времени, когда на русском автомобиле будет так открываться и закрываться багажник. Это реально очень круто.
Кроме всего прочего, у нас здесь есть камера заднего вида. Или хода. Или вида. И кнопка открывания багажника. Здесь у нас Ford Focus 2000 года. Ну, не с доводчиком, но не так же. Ну вот они, ну на АвтоВАЗе машину сдают, вот это хорошо, это хорошо. Но вот есть такие мелочи, да, вот они, когда проверяют какой-то главный инженер, они какие-то вот, как в Роскосмосе, да, вот эти с АвтоВАЗа, они шифруются, они не говорят, как они делают эти машины. Инженер, который принимал работу, он должен был сказать либо отлично, мне нравится, или давайте забьем. Вот этот вот второй вариант все-таки в этом автомобиле был применен не один раз. Вот это же заводская у нас штука, да? Да. Оп! Ну вот, решили, что так. Но есть и вторая. Ну, решили, что так же. Здесь у нас Ford Focus. И еще один пол. Кстати, а где запаска, Тигран? Там? И еще... Ты видел? Раз, два, три. И вот эту можно достать еще. 10-дюймовый сабвуфер закрыт у нас сеткой в стиле Rockford Fosgate. Хотя я не удивлюсь, если это Dynamic State. Это Dynamic State сетка, да? Ну, молодец, Андрей. Такую же делать. На Рокфорде очень удачный был рисунок. И очень качественная прочная сетка. Вот ее же сейчас выпускает компания Dynamic State. С правой стороны, оп, обзор Loud Sound. У нас располагается вот такая вот штучка. Ладья. Справа, кроме ужасно неровно вырезанного пластика, мы видим, что Тигран сюда спрятал еще усилители. И фоточки я приложу, как они установлены. Обратите внимание, что ручки две. У меня всего лишь два варианта. Зачем их сделали две? Первый вариант, это чтобы было удобно и левше, и правше. И тогда вопрос, почему не делают так немцы, или японцы, или вообще все. Второй вариант, чтобы качаться. Смотри, можно делать узким хватом сюда, если сюда прикрепить грузы. Прикольно? Но на самом деле инженеры АвтоВАЗа просто смотрели в будущее. Потому что в будущем эта хрень будет плохо закрываться, и вам нужно будет сразу двумя руками так, чтобы Смотри. Это что? Игра. Смотри. Это чтобы починить. Это чтобы вылезть. Это чтобы починить. Вот для если, безопасности. если вы вдруг попадете в багажник Лада Веста, вы всегда сможете из него выбраться. Если это спасет кому-нибудь жизнь, помните про то, что мы помогли вам выбраться из багажника Лада Веста. Игран, а нахрена правда эта крышка? Чинить ее, машину или что? Сера, где Тигран? Это секретный лючок. Это Гуччи? Уважаешь Гуччи? Гуччи гейн, Гуччи гейн, Гуччи гейн. По первому повороту ключа у нас уже доступна аудиосистема, и головным устройством в ней является 5000-й Пионер, который недавно у нас был на обзоре, даже на сравнении с 88-м топовым. В отличие от топового, у него нет возможности использовать разные источники сигнала на передние и задние мониторы. У него нет съемной панели. У него нет еще нескольких фишек нужных и ненужных. Однако он уже оснащается TrueColor экраном нового поколения. Здесь гораздо лучше и точнее цветопередача. Лучший обработчик звука, то есть сигнальный процессор. Говоря проще, у нас здесь есть практически все настройки звука от временных задержек до очень развитого кроссовера. Ну и все остальные излюбленные фишки Pioneer, как смена тем, чтение абсолютно каких угодно форматов. Огромное количество источников звука и видеосигнала мы можем подать на эту магнитолу. Bluetooth, диск, аудио-видео обычной коаксиалки, AUX. Мы можем посмотреть, что происходит у нас в камере заднего вида. Она у нас осталась заводская, включается по включению задней передачи, но, к сожалению, вот эти штучки поворотные, они не работают, хотя на штатной работали, да? Камере. Не нашли блок переходной. Если кто-то знает, напишите, обязательно мы его установим. Ну вот Тигран всем, кому не прозванивал, штуку, которая бы по кану, или как он здесь считывает, да, положение руля, не нашли. Кроме индикации линии колеи, куда поедет машина, у нас также работает парктроник, и он сейчас нам очень сильно мешает. Я вот сижу, а он пищит, да, Тигран? Хотели красивый кадр сделать. Но тут не отключается парктроник, тут нет такой кнопки, которая отключала бы парктроник на этом автомобиле. Также не получилось задружить кнопки управления аудиосистемой и громкой связью на руле с этой магнитолой. Тоже нет пока переходников. Я вас очень прошу, если вы знаете, где их достать, не пишите, что вы дебилы. Тигран действительно искал.
Ты действительно прям вообще все обыскал? Всё обыскал. Вообще, вот, да? А кто знал, Отмечаешь что за вообще- слона? Отмечаю. Напишите в комментариях, где купить переходник для подключения кнопок с руля. Рульные кнопки, короче, кто знает, как задружить, пишите Тиграну ВКонтакте. Это что за хуйня, Тиграну, бля? Смотри, защита, а то не дай бог хоть разъебывать что-нибудь попадет. А зачем это они так сделали, бля? Выключился свет. Надо дверь открыть, закрыть. Ой, да Дверь ладно, открой. не, стой, так этого не не может сможешь. быть. Я что, сижу в машине, а свет не могу включить? Не. Я сос нажимаю, сейчас телка ответит. Да не может такого быть, я хочу свет. И, уважаемые инженеры АвтоВАЗа, я не люблю троллить. Представляешь, люди проделали какую работу? Завод с многолетней историей. Что? Нет. Если я хочу включить свет в салоне, мне надо или нажать на брелок, или закрыть-открыть дверь. А просто включить я его не могу. Кроме того, он через некоторое время сейчас выключится, да? Ну да. И он мне не разрешит его включить опять. Сейчас пока можно. Пока можно, пока Веста нам позволяет. Давайте дальше смотреть. Зачем эти крышки, правда, Тигран? Ну, типа туда грязь будет забиваться, что ли? Мне кажется. Так да. тогда надо, смотри, на замок надо, Да. дефлекторы надо закрыть. И вот эти все вот дырочки, все надо закрывать тогда. И вот эти кнопки. Ну, вот еще раз смотри. Сейчас вот так вот смотри. Это типа не Вот смотри. эстетично, не красиво. За этой чудо-крышкой у нас AUX и USB, штатные разъемы, к которым подключили выход с магнитолы Pioneer. Я бы сказал, эстетика не нарушена. Да, так и скажу, эстетика не нарушена. Рояльный лак у нас есть и тут. У нас вообще не тачка, а рояль. Кстати, обратите внимание, какого она цвета. Я вообще не могу идентифицировать этот цвет. Он сероватый, бежеватый, зеленоватый даже немножечко есть. Странный цвет и очень необычный. Интересно, как он называется. Видим мою любимую букву Х. Здесь также не может от этого лада уйти. Значок. Нужно больше. Да, нужен больше значок. Ну, реально могли бы чуть-чуть меньше его сделать. А то прям вот такой вот громадный у нас значок. Но красиво. Морда у Весты красивая. Я думаю, с этим никто не поспорит. Очень красивые фары с притемненными внутренностями. На новой машине они еще переливаются. А тут еще и Максим, да, нам добавил блеска. Да. А Тачка еще, знаешь, что мы блестит сделали? прям шикарно. И этот лак. Что еще Мы сделал? установили сигналы. Сигналы? Да. Что за сигналы? Чтобы громче бибикало? Да. А ну дай бибикну. А ты не испугаешься? Ни хера себе! Ты испугался, Тигран, ты вообще охерел. Ожидал, я не слышал. Да я сам охерел. О, да ладно! Это что? Это доп. Опция. Подожди, а это тогда что? Так она не подходит теперь, глянь. Подожди, это вы сделали? Не. Это АвтоВАЗ так делает? Ну вот это, походу, в автосалоне установили ему. Хорошо, а почему это не сняли? Вы представляете мое удивление сейчас? Я поднимаю капот, он начинает уезжать вверх сам, я бросаю руку и понимаю, что сейчас увижу газлифты. И вот в этот момент я понимаю, что он ебется сейчас просто очень сильно, что он по какой-то причине поехал вверх. Но потом вижу газлифты тоже, и тут у меня случается вообще просто замыкание короткое в голове. Под капотом у нас гораздо красивее, чем на некоторых сейчас Тойотах, да? Помнишь, мы недавно вот смотрели Тойоту, Lexus даже, как-то скромненько. Посмотрите, во-первых, практически вся площадь закрыта, у нас все в цвет. Это заводской аккум? Да. Черный, смотрите, аккум, отлично закрыт здесь пластик. Кстати, хороший, не этот. Не жидкий, да, какой-то дерьмовый? Вот сюда бы могли бы чуть-чуть, да, добавить пластика, и было бы тогда вообще. В смысле, Леня, вот так вот снимается просто? О, шумка. Вася, смотри! А у меня на априори не было, АвтоВАЗ, я приклеил. я они преклоняюсь. сами, посмотри. Да нет, это может владелец? Нет. Это АвтоВАЗ нет, клеит? Да. Так давай им продавать шумку. Что у нас, масло есть? 1,8 объем, все дела. Масло щуп. Ты знаешь, что у меня на Мерсе теперь такая штука есть? Судя по вот этому шильдику, мы опять же видим, что у нас 16-вольтовый двигатель и 1,8 мотор и версия кузова Long. Что ты ржешься, не прав, что ли? Это Long машина. Это вас рекомендует Роснефть. Смотри, реклама. Ну это вообще, я не удивлюсь, если вы скоро купите Весту, а тут какие-нибудь 3 топора будут или еще какая-нибудь прочая. Ну и вот мы видим результат детейлинга в ГМА детейлинг. Или GMA, как правильно? GMA. GMA? Гончаров Максим Александрович. Да ладно, вот поэтому ГМА? Я не знал. Посмотрите, как красиво он сделал. Вообще. Машина как новая, да?
Ну, в смысле, есть снова. Да я знаю, я шучу. Диме с просервиса обещают такую подарить АвтоВАЗ, я слышал. Ты слышал же это? Две даже. он Две. говорит, да. Дима, одну нам по-братски. А ему, да, его просил одну дать. Знаешь, как это, покурим, поездим. Дашь нам по-братски одну Весту. Да, Дима просервис, кто не знает, его канал где? Здесь? Вот здесь? Вот подпишитесь и идите все к нему под последнее видео и пишитесь, поделитесь с Сашей из Loud Sound Вестой, пишите ему это, тролльте его. Автомобиль приятно порадовал некоторыми вещами, некоторые вещи остались на месте, как всегда было в русском автомобиле, нелогичные какие-то вещи. Но смело можно утверждать одно, русский автопром шагнул. И шаг такой достаточно большой получился, но шагать еще и шагать. Даже до тех же корейцев, да, прямо скажем. Лет 20 ему еще шагать. Корейцы поприятнее будут, но однако машина дешевле. То есть та же Серата, вот у нас, которая была на обзоре, она стоит 1 200 000. Этот автомобиль у нас в этой комплектации на пластике, в универсал кузове, он стоит всего 860 000. И я считаю, это вот отличная конкурентоспособная цена. Сейчас, кстати, эти вылезут. Защитники Родины скажут о себестоимости 120 000, Россию разворовали, всю нашу нефть ***ли. Ребята, вам отдадут когда-нибудь вашу нефть. Вот работайте просто побольше. Те, кто реально хорошо работает, тем кусочек нефти достанется. Канал Борщ смотрел. Сейчас будет реклама канала. Я этого ни разу не делал до этого. Но я рекламировал каналы друзей. Мишу М, Альфард Sound Technology. Сейчас случилась такая история. Этот канал, там, кстати, армянин. Нормальный мужик, Толик зовут. Короче, я клянусь, он мне за рекламу не платил. Я сам к ним обратился, сказал, хотите, я бесплатно ваш канал прорекламирую. Суть вопроса в чем? Парень, этот Толик, он заплатил 150 000 рублей за рекламу, за преролл перед видео в Немагии. Ребята реально отхалтурили, сама стоимость рекламы явно завышена. От Немагии ему пришло, по-моему, порядка 2000. А мне просто стало интересно, сколько ему придет от моей рекламы. Ребят, подпишитесь на канал Борщ, поставьте ему комментов от Loud Sound. У нас очень много людей, кто в автозвуке ни хрена не понимает, им не увлекается, но смотрит, потому что контент интересный. Там схожая ситуация. Я вам сейчас покажу преролл, который он отправил Немагии. Если он вам покажется крутым, подпишитесь на него. Мне действительно интересно, подпишется ли больше на этот канал, чем от Немагии рекламы. И также вы прекрасно знаете, говно я бы не рекламировал. Действительно прикольный мужик, прикольный канал. И он армянин, Тигран. Давай, скажи, подпишитесь на канал Борщ. Да Ты ладно, ни разу не рекламировал? Не рекламировал. Давай. Подписывайтесь на канал Борщ. А по-армянски можешь сказать? Ты знал, да, что я тебе Павел это... шашлык тоже по ходу готовит. Он умеет, между Ладно, прочим, вот по-армянски. красавчик, поэтому Толик, подписывайтесь. Толик, ну я не знаю, будет от Толика ответка или не будет, если честно. Пусть про нас тоже скажет в качестве Ну да, благодарности. запиши видео какое-нибудь. Прикольное, вкусное видео. Борщ. Это кулинарный канал такой. Там чувак по имени Толя готовит всякое. Тут готовят вкусную еду и тесты нет-нет проводят. Еще борщ, как положено шеф-повару, матершинник. Вообще себя не сдерживает. Да и надо ли, раз так бодро получается? Контингент фильтруется опять же. В резюме у Толи готовка курицы в стиралке, жарка стейка утюгом и фигачение шашлыка на пламени горелки воздушного шара. В общем, адекватность чувака сомнений не вызывает. Короче, иди погляди на его ролики, там сам решишь, подписаться или где. Подписывайтесь на канал Loud Sound, подписывайтесь на канал Борщ, на Тиграна Инстаграм, Тиграна Инстаграм. Всем пока, живите громко. Ты сделаешь или нет, Тигран? Давай, как в этом, тачка на прокачку. Куда мы приходим, монитор, рассказывай. Мы вот этот усилитель туда, понял? И он у нас будет играть. Вот этот? Да. Усилитель, короче, будет здесь стоять. А потом мы будем делать еще апгрейд этой аудиосистемы. Следите. Если хотите маленькие цифры, мы будем называть вам маленькие, но мы называем всегда максимально. При всем при этом люди знают, за что они платят, куда они приехали. Мы оказываем гарантийную поддержку, консультацию, настройку и так далее. Понятно, что где-то в гараже вам может быть сделать кто-то дешевле, но этих дешевле мы уже насмотрелись. Не в качестве рекламы или там обсирания конкурентов, вот честно, не ездите туда. Вы вместе с вот этими горе-мастерами упарываете автозвук. То, за что вот многие люди, болеющие автозвуком, борются. Вы как раз вот эти клиенты, которые пытаетесь сэкономить, и вот эти люди, которые рукожопые, но снижением цен пытаются
вас завлечь, убиваете «Автозвук». Объясню почему. Потому что они заработали, ничего не вложили, пропили, проебали, прокурили эти деньги. Вы получили хуйню, разочаровались в «Автозвуке», друзьям сказали: «Автозвук говно», сами ничего больше не покупаете, не ставите, не давите, не слушаете. Этот мастер также там получает по копейкам. Вот это я называю убийством «Автозвука». Нихуя я запи***ился Ну да. в начале Да, прям прикольно. обзора. Уже никто не смотрит, да, думают, Ладу Весту открыл посмотреть, а тут пиздят про установку. Давай в конце, да, я это вставлю. Quarter.